Глава 146. На лекцию приходит Чэнь Бин Юй. Чэнь Бин Юй подошла к фасаду зала Цилинь. Она надела длинное черное платье, большой капюшон и вуаль, скрывающую ее лицо. Она сдерживала ауру, так что никто не мог увидеть в ней эксперта истинной души. В дверях зала Цилинь собралось несколько сотен учеников. Продажа конспектов. Продажа конспектов. Новейшие конспекты продаю всего за 500 золотых монет. Несколько смышленых юношей, держащие в руках высокие стопки тетрадей, кричали, стоя у самого входа в зал Цилинь. Их сразу же окружила большая толпа учеников. «Дай мне одну». «Я тоже хочу». «Мне нужно 2 лекции по базовой алхимии». «Дай мне 3 техники базовых массивов». Ученики, набросившиеся на тетради, были в основном на уровне совершенного тела. Они не подходили под требования зала Цилинь из-за низкого уровня силы и из-за бедности. Так что они не могли платить за обучение, а покупать могли лишь конспекты. Чэнь Бин Юй нахмурила брови, не скрывая слабого гнева. Какие требования у зала Цилинь? Это же вводит этих детей в заблуждение. Эта девушка Наньгун Юнь слишком неразумна. Фэн Юньху не знал, что Чэнь Бин Юй тесно связана с семьей Наньгун. Об этих отношениях знали немногие, и раскрывать это не стоило. Наньгун Юнь была талантом семьи Наньгун, так что Чэнь Бин Юй заботилась о ней с самого начала. Перед отъездом дочери Наньгун и сказал Чутяню, что в Центральной государственной академии есть серьезный человек из семьи Наньгун. Он имел в виду Чэнь Бин Юй. Кто бы мог подумать, что Наньгун Юнь, прибыв в академию, посетит Чэнь Бин Юй лишь в первый день и больше не вернется. Каждый день она сражалась и устраивала неприятности. Теперь было еще хуже. Она создала учебный зал, и если бы это был кто-то другой, Чэнь Бин Юй немедленно уничтожила бы зал, но ей пришлось отнестись к Наньгун Юнь с уважением. Пока Чэнь Бин Юй решала, что делать, она вдруг увидела, что из учебного зала вышел юноша в бело-золотой одежде. Кто это был, если не Юнь Ся? Открытый урок. Открытый урок. Зал временно решил дать один открытый урок. Неважно, являетесь ли вы членом нашего зала, у вас есть возможность послушать. Открытый урок. Тогда она тоже может заглянуть. Чэнь Бин Юй подавила ауру и даже замаскировалась. Любой, кто видел эту женщину, которой было то ли 20, то ли 30, считал ее всего лишь студенткой. Кто мог подумать, что она была вице-директором, но Чэнь Бин Юй была слишком красива. Если бы в академии училась бы такая красавица, она уже давно бы стала знаменитой. Но в зале Цилинь даже красавице пришлось встать в очередь. Войдя, Чэнь Бин Юй села на последний ряд, но это ее не беспокоило. С этого расстояния она могла расслышать даже писк комара. Богиня. Вот и богиня Наньгун. Ученики юноши выли, как волки, вышла красноволосая девушка в униформе. Высокий рост и огненная аура лишь подчеркивали ее невероятную красоту. Девушка не должна была производить героического впечатления, но все глядели на нее, не в силах подавить эмоции. Наньгун Юнь прошлась туда-сюда, осмотрев сотню человек. Затем она покровительственно сказала: «Ребята, я хочу сказать, что вам повезло. Сегодня, в честь того, что зал Цилинь набрал первую группу, мы решили провести бесплатный открытый урок». Чэнь Бин Юй ощутила недовольство. «Сколько раз за это время ты приходила ко мне? Сначала ты целыми днями сражалась, соревнуясь с этими хулиганами за территорию, а теперь даже притворяешься лектором для этих учеников. Почему бы тебе не посмотреть на себя и понять, что это очень неуместно?» Наньгун Юнь не заметила Чэнь Бин Юй, в конце концов, здесь было слишком много людей. Окружённая аурой старшей, она говорила: «Недавно до меня дошли слухи. Говорят, в зале Цилинь транслируют лишь лекции низшего уровня, а лекций высшего уровня у нас вовсе нет». Это правда. Кто? Кто посмел сказать такую глупость? Громко закричал Ван Мэн. Я поколочу любого, кто будет клеветать на наш зал Цилинь. Толпу охватило праведное негодование, смешанное с яростью. Тихо. Тихо. Наньгун Юнь остановилась и подняла руки. Толпа замолчала. Раз люди об этом говорят, я не могу закрывать на это глаза. Итак, сегодня мы будем транслировать лекцию высшего класса. Вы должны понять, что лекции высшего класса не только для учеников. Что лекция высшего класса, у всех засверкали глаза, подобная лекция стоила от 100 тысяч до миллиона золотых монет. Не вините за то, что я вас не предупредила. Эта лекция не то, что вы сможете понять, поэтому обязательно подготовьте тетради и записывайте каждое слово. Даже крохи этого знания достаточно, чтобы поймать удачу за хвост. Понимаете? Все горячо ей поверили. Вытащив тетради и ручки, они приготовились писать.
Чэнь Бин Юй была полна презрения. Открытый урок в таком месте, как это, не может претендовать на лекцию высшего класса. Что за бред? Но сначала я выслушаю эту Наньгун и лишь затем преподам ей урок. Юнься. Что за нерешительность? Быстро выноси оборудование. Иду. Юнься вынес в учебный зал фонограф. Тебя ничего здесь не держит. Прогнала его Наньгун Юнь. Катись. Плача, Юнься ушел. Несмотря на славу Ловеласа, этой старшей он мог лишь подчиняться. Наньгун Юнь осторожно вытащила небольшой диск. Этот урок длится 2 часа и называется «Изучение и понимание водной энергии. Урок 1». Как следует из названия, речь пойдет о качестве элементарной энергии. Итак, приступим. Что за ерунда? Речь на самом деле пойдет об эссенции водной энергии. Чэнь Бин Юй практиковала искусство трансформации снега и льда, которое было древним культивационным методом, добытым из древних руин. Оно было очень углубленным и имело отношение к воде. Чэнь Бин Юй можно было считать фанатиком боевых искусств, который специализировался на изучении культивационных техник. Жалкий зал Цилинь посмел рассказать про водную энергию, как будто об этом аспекте можно было так легко рассказывать. Если они введут ученика в заблуждение, это может привести их к пожизненной травме. Одного этого хватало, чтобы запретить этот учебный зал. Не буду тратить время на разговоры. Диск лег во впадину, и Наньгун Юнь активировала энергетический массив. Она выкрутила громкость на максимум, и диск начал медленно вращаться. Звук, запечатанный в нем, освобождался через трубу фонографа. Добрый день всем! Это первый урок изучения и понимания водной энергии. Все открыли тетради и начали писать. Эта лекция стоила сотни тысяч, а если они смогут поделиться ей со своими семьями, она будет стоить еще больше. Чэнь Бин Юй посмотрела на фонограф с шокированным лицом человека, который впервые увидел нечто подобное. Не было ни одного человека, кто не удивился бы, как это холодное устройство может говорить. Это было воистину немыслимо. Чэнь Бин Юй была человеком, который повидал мир. Хотя запись звука была очень сложной задачей, существовали талисманы и массивы, которые могли это делать, однако это был самый простейший метод. Изобретение фонографа было важной вехой. Вода кипит и превращается в газ, вода замерзает в лед и считается одной из основных энергий этого мира. Чистая вода питает множество вещей и не вступает в бой, но это не значит, что вода слаб. Морского шторма или реки достаточно, чтобы уничтожить королевство. Что такое эссенция водной энергии? Чэнь Бин Юй не могла скрыть холодной улыбки. Она действительно хотела увидеть, насколько глубоки познания зала Цилинь. На самом деле вода и водная энергия — это разные концепции. Вода — вещество, а вещества обладают разной энергией, поэтому не стоит обобщать их. Водная энергия характеризуется своей подвижностью, гибкостью и распространением. Значит ли это, что водная энергия содержится лишь в воде? Неверно, это большая ошибка. Вода — лишь один из ее носителей, но это не значит, что носитель только один. Чэнь Бин Юй нахмурила брови. Эти знания действительно были углубленными. Кажется, это даже немного интересно. Например, золотой слиток. Он прочный и плотный, таковы его характеристики, но после плавления он теряет и прочность, и плотность. Они сменяются горючестью огненной энергии, текучестью водной энергии. Даже если суть его — золото, это не значит, что вода и огонь с ним несовместимы. Говорят, вода и огонь несовместимы, однако на самом деле это неправильно. Вода и огонь могут сосуществовать, и эта логика позволяет создать более совершенную культивационную технику или боевое искусство. Но я отвлекся от главной темы. Я перечислю несколько простых культивационных методов. От природы энергии к культивационным техникам. Надеюсь, это всем поможет. Услышав это, Чэнь Бин Юй подняла брови. Кажется, это мнение стоило внимания. Оно заставило ее задуматься. Голос, исходящий из фонографа, подробно описал несколько культивационных методов, не упустив ни одной мелочи. Весь процесс от начала до конца. Лицо Чэнь Бин Юй постоянно искажалось. От гордости к удивлению, от удивления к потрясению. Замечательно. Неужели разбитый учебный зал может давать такие уроки? Чэнь Бин Юй услышала лишь половину, а ее философия уже надломилась. Голос подробно рассказал про чудеса воды, изменения воды и разум воды. Просто и точно, мощно и сдержанно, но самое главное — кратко. Культивационные техники, которые он упомянул, действительно просвещали, остальные молча слушали лекцию. Эти знания были для них слишком углубленными. Хотя сказано было хорошо, однако они вообще ничего не могли понять. Чэнь Бин Юй была другой. Она испытывала беспрецедентное, загадочное чувство.
Слова фонографа кололи кандалы ее души, словно лезвие. Словно она смотрела на небо, очистившееся от облаков. Однако голос касался лишь поверхности. Доходя до определенного момента, голос намеренно прекращал дальнейшее объяснение. Чэнь Бин Юй кое-что поняла, но это ничего не значило. У нее на душе скребли кошки, обычно спокойные. Она хотела броситься на сцену, разбить фонограф и, вытащив из него человека, схватить его за горло и задать ему все вопросы, слишком немыслимо. Он с легкостью объяснял сложные вопросы, словно для него это было базовыми знаниями. Чэнь Бин Юй охватило волнение, она ощущала потерянность. Она была жалким муравьем, что смотрел в небеса. Она не могла быть даже ученицей этого мастера, я не понимаю даже базовый курс. Как я могу быть довольна своей квалификацией? Голос в фонографе медленно сказал, урок подошел к концу. Если хотите узнать больше, не стесняйтесь узнать время трансляции второго урока, изучение и понимание водной энергии, конец, урок закончился на таком моменте. Занятие длилось целых 2 часа, но для Чэнь Бин Юй прошло лишь 5 минут. Чэнь Бин Юй поняла, что она не понимает многих частей лекции, люди в учебном зале убрали тетради и собрались уходить. «Стой!» Чэнь Бин Юй приказала кому-то остановиться. «Позволь мне посмотреть твой конспект», прижимая тетрадь к груди, человек смотрел на нее, как на вора. «Что ты делаешь?» «Это плод моей тяжелой работы, почему я должен тебе показывать?» «Ты знаешь, какую ценность имеет эта тетрадь во внешнем мире?» Чэнь Бин Юй сказала, «Ты хочешь денег, верно? Назови сумму, и я куплю. Забери свои деньги. У тебя много денег. Что в них хорошего? Разве ценность этой мудрости можно измерить деньгами? Какая вульгарность? Ты, давай, давай». Несколько раз сплюнув, человек назвал ее сумасшедшей. Затем, сжав тетрадь, как можно скорее ушел. Если бы он знал, что человек, который просил тетрадь, был вице-директором Центральной государственной академии, он бы испугался до смерти. Чэнь Бин Юй не смутилась и нашла кого-то еще. «Что ты делаешь? Кто виноват в том, что ты пришла на урок без тетради? Прочь с дороги. Прекрати тратить мое время, мне нужно возвращаться обратно и учиться. Прочь. Прочь. Я не дам тебе свою тетрадь». Все люди здесь были учениками из крупных семей. Они хотели донести эти драгоценные записи до дома и позволить мастерам своих семей разгадать знания, скрытые внутри них. После этого они могли опубликовать это в крупном научном журнале или в газете, что принесло бы им славу и богатство. Можно сказать, каждый урок зала Цилинь был поход на золотую жилу, и пока человек мог понимать эти знания, они могли принести ему в 10 раз больше, чем он заплатил за обучение. Естественно, уходили они быстро, потому что каждый хотел быть быстрее остальных. Лишь дурак продаст свои конспекты. Глава 147. Убийство чужим ножом. Пока шел урок, Чу Тянь и Нангун Юнь обсуждали планы на дальнейшее развитие. Зал Цилинь приносит достаточно хороший доход, но пространство для развития очень ограничено. Наша важнейшая задача — проложить путь для торгового чуда, потому что торговое чудо — наш фундамент. Мы не должны ставить телегу перед лошадью и соблазняться малым. Я связался с Цзин Хао, они успешно сделали то, что было необходимо. Первая магнитная звуковая вышка уже завершена, и они готовятся строить вторую и третью вышку. Тун Ся Юй тоже закончила разработку радио, и они уже производятся на заводах Тяньчэнь Коммерс. Некоторые люди не могут сравниться с остальными. Прибыв в столицу, я ничего не добилась, но босс только прибыл, а уже все сделал. Все планы казались спонтанными, но они были точными и продуманными. Это уже вымости путь для торгового чуда, Чу Тянь продолжил. У нас уже есть запас готовых фонографов, и как только торговое чудо выйдет на сцену, мы тут же пустим их на рынок, уже сделано много фонографов. Поинтересовалась Нангун Юнь. В любом случае, мне нужно будет купить несколько. Ими, правда, очень легко пользоваться. Фонограф был идеальным носителем. В будущем его будут использовать везде, особенно в сфере музыки и искусства. Сложно представить, как он повлияет на сферу рекламы. Чу Тянь кивнул. Урок уже должен был подойти к концу. В комнату вошел член зала Цилинь. «Старшая, кто-то тебя ищет, я занята». Нетерпеливо сказала Нангун Юнь. «Я не встречусь с ними. Пусть проваливают». Но член зала Цилинь колебался. Она очень решительно, словно должна тебя увидеть, Нангун Юнь была готова впасть в ярость. «Не волнуйся», — махнул рукой Чутянь, «иди, найди Юнь Сяо, и пусть он разберется, что происходит». «Есть». И он быстро убежал, чтобы найти Юнь Сяо. Это была женщина с черной вуалью на лице. Хотя лица не было видно, аура и рост говорили, что это прекрасная женщина.
Юнь-Ся мало чем интересовался, но красивым женщинам он противиться не мог. Когда Юнь-Ся увидел ее, его глаза сразу же засветились, и он быстро подошел к ней и спросил: «Фей, прекрасная мисс, тебе нужна помощь?» «Позволь представиться, я Юнь-Ся». «Верно, я дикий демон и мастер культивации, победивший за один день 20 багровых птиц. Что ты скажешь об этом? Неужели ты не хочешь поклоняться мне?» Естественно, женщиной под черной вуалью была Чэнь Бин Юй, и она совершенно забыла о своей первоначальной цели. Очарование зала Цилинь было слишком сильным. Неудивительно, что ученики пропускали уроки, даже Чэнь Бин Юй не смогла противостоять этому соблазну. Она не могла забыть знания, услышанные на этом уроке. Она уже узнала, что это был урок высшего класса. Посторонние не имели права слушать его, и единственным способом учиться было членство в зале Цилинь. «Я хочу присоединиться к залу Цилинь». «Ах!» — вскинул брови Юнь-Ся. Это нелегко сделать». Чэнь Бин Юй была немного недовольна. «Какие-то проблемы?» «Прекрасная мисс, я могу помочь вам с чем-нибудь другим, но вот это будет немного сложно», — покачал головой Юнь-Ся. Зал Цилинь уже набрал первую группу и больше никого не принимает. «Итак, прекрасная мисс, если вы хотите присоединиться, вам придется дождаться следующего набора. Как это возможно?» Чэнь Бин Юй была готова отказаться от своего статуса, чтобы присоединиться к залу Цилинь. Но зал Цилинь даже не снизошел к ней. Это пробудило в ней недовольство. Правила составлял человек, значит, есть способ их обойти. Неважно, человеком больше или человеком меньше, верно? Я внесу вступительный взнос в 10-кратном размере, как насчет этого? Прекрасная мисс, это неправильно. У человека должны быть принципы. Юнь-Ся посмотрел на нее праведным взглядом. Правила создал человек, но это не простой человек, поэтому я не смею нарушить эти правила. Мне очень жаль, прекрасная мисс, но тебе придется вернуться обратно. Что, кем был этот человек? Внезапно Чэнь Бин Юй о чем-то подумала, и ее тело вздрогнуло. Она сказала: «Это тот человек, который записал диски». Юнь-Ся ничего не скрывал. Это он. Чэнь Бин Юй показалось, что ее ударило молнией. Она не могла описать чувства, которые испытывала. Волнение, радость и беспокойство. Она никогда не думала, что в зале Цилинь действительно будет человек, записавший эти уроки, и ей придется присоединиться к залу Цилинь. Не имеет значения, какую цену ей придется заплатить, Чэнь Бин Юй с тревогой сказала: «Позови Наньгун Юнь, я хочу ее видеть». Сейчас у старшей совещание, а все знают, каков ее темперамент. Если я сейчас ее побеспокою, она точно меня изобьет. Ты же не хочешь, чтобы меня избили? Юнь-Ся был немного недоволен. Это невозможно, даже если ты прекрасная девушка. Прямо сейчас этот человек был в зале Цилинь, Чэнь Бин Юй задрожала. Ей казалось, что воздух вокруг нее стал тяжелее. Сердце Юнь-Ся замерло. Эта девушка сумасшедшая. Подожди немного, я попробую. Нет, не нужно его беспокоить. Я могу дождаться. Чэнь Бин Юй боялась, что если побеспокоит этого эксперта, то оставит о себе плохое впечатление, и это будет ужасно. Что она делает? Она действительно была странной, эта женщина была немного безумной, но Юнь-Ся больше так не считал. Раз так, тогда ты можешь просто подождать здесь, Чэнь Бин Юй даже не возмутилась. Имея такие знания и навыки, она определенно станет великим мастером страны Южного лета. Чэнь Бин Юй уже посещала знаменитого великого ученого Гоу Цин Цу. Гоу Цин Цу был очень знающим человеком, но этого было недостаточно, чтобы она решила ему поклоняться. Человек, записавший уроки, был единственным человеком в жизни Чэнь Бин Юй, который внушил ей такое уважение. Каким человеком он может быть? План, опубликованный учебным залом, охватывал все основные культивационные методы, боевые искусства. Можно сказать, что этот человек был прекрасно осведомлен о каждом аспекте. Невозможно иметь такие знания, если только не сверхталант и несколько лет обучения. Так что этот человек должен был быть кем-то вроде Юнь Тяньхэ, столетним стариком. Поклонение Чэнь Бин Юй было смешано с безмерным восхищением. Невозможно за один день заполучить все эти передовые знания. Вероятно, это была его работа всей жизни, и теперь он решил передать все ученикам. Он позволял им записывать его уроки и относить их в крупные институты. Он давал им знания и совершенствовал методы и техники, представляя им всевозможные преимущества. Как благородно! Как самоотверженно! Хотя слава или удача не волновали Чэнь Бин Юй, она все равно не могла сдержаться, приближались сумерки, ученики постепенно начали покидать зал Цилинь. Чэнь Бин Юй продолжала стоять у входа в зал Цилинь, как неподвижная статуя. Чу Тянь сидел в тренировочном зале и ощущал некоторое волнение. Из зала Цилинь ушли все люди. Почему она еще не пришла?
зашла Юнья и посмотрела на подавленного Чутяня. Ее взгляд был полон беспокойства. «Они здесь». Чутянь сразу же спросил Юнься, что с человеком, который просил о встрече. «А, ты имеешь в виду ту странную женщину?» Беспомощно спросил Юнься. «Она ждет целый день. Я не могу с ней справиться. Раз она может ждать целый день, значит, у нее хорошие манеры. Наньгун, сходи и посмотри. Если ее просьбы в рамках разумного, то просто согласись, понятно?» «Хорошо. Мы закончим здесь все. Я пойду к семье Цзин и посмотрю на магнитную звуковую вышку». Чутянь подошел к Юнья и спросил, что случилось. Юнья ответила, «Они здесь. Уходите сейчас же, или будете в опасности». Чутянь слабо улыбнулся. «Неплохо, неплохо, самое подходящее время. Давай поскорее уйдем». Пока Юнься провожала Чутяня, Юнься привел Наньгун Юнь в зал Цилинь, и они увидели Чэнь Бин Юй. «Ах!» Широко распахнулись глаза Наньгун Юнь. «Тётя Чэнь, почему ты так одета?» Юнься посмотрел на Наньгун Юнь, а затем на женщину в черной вуале. Эта женщина знает старшую. Однако это и правда странно. Эта женщина не кажется такой старой, почему старшая так к ней обратилась? «Когда ты пришла?» Произнесла Наньгун Юнь с извиняющимся лицом, подойдя к ней. «Ты должна была просто сказать мне». Чэнь Бин Юй немного нервно оглянулась. «Разве этот старший, записавший диски, не с тобой?» «Старший. Какой старший?» Поняв, о ком идет речь, Наньгун Юнь закатила глаза. Она усмехнулась и сказала, «Он уже ушел». «Что?» «Он ушел. Чэнь Бин Юй быстро оправилась от разочарования. «Юнь, я хочу с тобой поговорить». «Говори». Наньгун Юнь доблестно ударила себе в грудь. «Вопросы тети Чэнь, вопросы Наньгун Юнь. Я хочу присоединиться к залу Цилинь». Наньгун Юнь чуть не подскочила. Остальные не знали о статусе Чэнь Бин Юй, но как она могла этого не знать? Чэнь Бин Юй была другом маркиза Божественного Ветра и стала вице-директором Центральной государственной академии по его рекомендации. Ее статус примерно равнялся статусу Юнь Тяньхэ, но Чэнь Бин Юй была замкнутой и редко показывалась на людях, потому мало кто знал ее в лицо. Чэнь Бин Юй была тесно связана с семьей Наньгун. Она тоже была очень сильным экспертом центрального города. Возможно, превзойти ее мог лишь маркиз Божественного Ветра. Такой могущественный эксперт действительно захотел присоединиться к залу Цилинь. Наньгун Юнь была поражена, и ее сердце екнуло. Со стороны она казалась грубой, но в этой грубости всегда была утонченность. Все ее жесты были рассчитаны заранее. Она знала, насколько сильна Чэнь Бин Юй, и если она присоединится к залу Цилинь, ее уж точно не свяжут с торговым чудом. Если с торговым чудом будет работать Чэнь Бин Юй, то они займут более сильное положение. Разве Чутянь не пытался перенести базу торгового чуда в центральный город? Он уже заполучил семью Юнь, а теперь, если к ним присоединится Чэнь Бин Юй, ситуация полностью переменится. Хотя зал Цилинь уже набрал квоту, ты, тетя Чэнь, не посторонний человек, и ради тебя я могу нарушить правила. Просто расслабься, я поговорю с боссом, и он точно позволит тебе присоединиться. Более того, я сделаю тебя высокопоставленным членом и дам право слушать уроки высшего класса. Правда, это было великолепно. Проблемы Чэнь Бин Юй растворились окончательно. Чэнь Бин Юй взволнованно сказала, «Хорошо. Тогда я положусь на тебя. В будущем я обязательно тебя отблагодарю. Это только между нами», — сказала ей Наньгун Юнь. «Хорошо». Чэнь Бин Юй чувствовала себя прекрасно. Раз Наньгун Юнь пообещала, то у нее появился 90% шанс, что она сможет вступить. Отлично, ей удастся прослушать весь курс, всего один выслушанный урок наполнил ее нетерпением. Она не желала ждать ни дня, сначала она отправилась следом за Наньгун Юнь. Чэнь Бин Юй очень заинтересовал фонограф и магнитные звуковые диски. Когда они вошли в зал Цилинь, Чэнь Бин Юй вдруг изменилась в лице. Дело плохо. Есть колебания духовной энергии. Прежде чем Наньгун Юнь успела отреагировать, раздался взрыв, и зал Цилинь окутало пламя. В центре зала раздалось несколько взрывов, хлынули ударные волны. Это был не самый большой учебный зал, как он мог выдержать эту силу? Стены треснули, и зал рухнул. «Чёрт!» — гневно сказала Наньгун Юнь. Какой ублюдок за это ответит? Жао Кунь, Ван Мэн и другие старшие члены зала Цилинь подбежали к ним, все они были в пыли. Каждый был ранен. Плохи дела. Кто-то напал на нас из-под тишка. Они не только украли фонограф и диски, но и уничтожили учебный зал. Наньгун Юнь взорвалась от ярости. Ублюдок.
Из учебного зала выскочили несколько человек, разбегающиеся в разные стороны. «Остановите их!» С тревогой закричала Наньгун Юнь. Мало того, что они уничтожили учебный зал, они еще и украли фонограф и диски. Это были основные секреты зала Цилинь и торгового чуда. У этих подлых бандитов были сильные культивационные фундаменты, каждый из них достиг 3-го уровня пробужденной души. Наньгун Юнь не могла их остановить. В этот миг наружу хлынул ужасающий холодный поток ярости. Он заполнил весь мир, словно зима наступила раньше времени. Мир был полон холода, этот чудовищный гнев напоминал извержение вулкана. Глава 148. Духовный источник. Снежинка. Чэнь Бин Юй, желавшая присоединиться к залу Цилинь и услышать драгоценные знания, была полна волнения. Она не хотела ждать еще день, однако в этот миг кто-то взорвал зал Цилинь, уничтожил оборудование и похитил имущество зала Цилинь. Как она могла не рассердиться? Как она могла не рассвирепеть? Чэнь Бин Юй прозвали Ледяной Королевой. Ее боялся даже директор, потому что Чэнь Бин Юй была очень сильной личностью, а методы ее были леденящими и безжалостными. Если учитывать ее мощный культивационный фундамент, то она могла не бояться ни одного из жителей центрального города. Хотя она была подчиненной, никто не смел ее оскорблять. На этот раз 3 великие семьи спилили ветку, на которой сидели. Воздух наполнился духовной энергией холода и жуткой кровожадностью. Этого было достаточно, чтобы заморозить землю, заморозить всех живых существ, заморозить душу каждого. Внезапно подул леденящий ветер, и это было совсем уж неожиданно. Никто не был готов к подобному, и ближайшие несколько миль тут же замерли. Вода в воздухе замерзла, и в воздухе заплясали бесчисленные снежинки. Холодный поток, окружающий Чэнь Бин Юй, с непревзойденной скоростью распространялся во всех направлениях. Земля покрылась льдом, а пылающий учебный зал тут же потух. Мороз сгустился, словно мгновенно настала зима, люди в масках покрылись слоем белого иния, они поняли, что им трудно двигаться. Что? Это сила, холодный поток охватывал такие расстояния, что они не могли даже сопротивляться этому могуществу. Их сила не могла с ней даже сравниться, они думали лишь об одном — о бегстве, но они разозлили Чэнь Бин Юй. Разве могли они теперь сбежать? Чэнь Бин Юй окружала духовная энергия снега, а невидимая духовная энергия вокруг ее тела образовала восьмиугольную снежинку. Это был духовный источник, снежинка. Эта снежинка не была ее культивационной техникой. Это был духовный источник Чэнь Бин Юй. В стране Южного лета можно было встретить все виды духовных источников, но о снежинке еще никто не слышал, силу духовного источника определяло его появление. Дикий тигр будет намного сильнее, чем дикая кушака. Злой волк будет сильнее, чем волк. Чем более угрожающим было появление духовного источника, тем сильнее он был. Снежинка производила сглаженное впечатление чего-то безвредного, как культиватор с таким духовным источником мог быть настолько сильным, сила, которую продемонстрировала Чэнь Бин Юй, подорвала здравомыслие каждого. Этот восьмиугольный кристалл, похожий на снежинку, был прозрачным, чистым и безупречным. Он был прекрасен, как произведение искусства, несколько миллионов снежинок собрались вместе, образовав ледяного дракона, который окружил Чэнь Бин Юй. Лед, блокирующий солнце. Воздела руки Чэнь Бин Юй. Миллионы снежинок разразились жестокой бурей. Каждая снежинка неслась так быстро, что ее нельзя было заметить невооруженным глазом. Снежинки, превратившиеся в смертельные дротики, мгновенно покрыли маски людей. Их было слишком много, они были слишком быстрыми, и сбежать от них было невозможно. Снежинки пробивали духовную защиту, и в их тело проникала ужасающая сила. Она проникла прямо в их меридианы. Каждая снежинка состояла из более мелких снежинок, так что, проникнув в меридианы человека, они наносили ему боль 10 тысяч лезвий, которые резали их тело изнутри. Хватит. Культиваторы даже не начали как следует молить о пощаде, а уже погибли. Последний выживший культиватор был на 4-м уровне пробужденной души, поэтому пока держался, однако тело его обледенело, и он был тяжело ранен. Он молил о пощаде. «Вице-директор Чэнь, я посвященный семье Чу, ты не можешь меня убить». Семья Чу. Будь ты хоть член королевской семьи, ты все равно должен умереть. Чэнь Бин Юй не обращала внимания на перепуганные крики. Ужасающая сила льда проникла в его тело, и 5 внутренних органов мгновенно застыли. Человек в маске был заморожен изнутри и снаружи, он превратился в ледяную статую. Сломать. Взмахнула рукой Чэнь Бин Юй. Ледяная статуя раскололась на куски, превратившись в бесчисленные осколки. От подобной смерти не могло спасти даже божество. Такая ужасающая сила, уровень пробужденной души делился на 3 этапа: душа пустоты, прославленная душа и истинная душа. Хотя все они относились к уровню пробужденной души, между ними была серьезная разница.
На этапе души пустоты культиватор мог пользоваться силой духовного источника, однако духовный источник был не очень могущественным. На промежуточном этапе прославленной души, освобождался потенциал духовного источника. Поэтому эксперт прославленной души мог победить врага одной лишь своей аурой. Последний этап истинной души, был совсем другим. Духовный источник обладал ужасающей силой и мог даже убить противника того же уровня. Эта женщина не использовала силу культивационных техник, она пользовалась силой духовного источника. Безусловно, она достигла этапа истинной души, она не была слабой. Экспертов истинной души в центральном государстве можно было по пальцам пересчитать. Перед смертью посвященный семьи Чу назвал ее вице-директором Чэнь. Это раскрывало ее статус вице-директор Центральной государственной академии и знаменитый эксперт, ледяная королева Чэнь Бин Юй. Каким человеком была Чэнь Бин Юй? Даже маркиз Божественного Ветра уважал ее и относился к ней как к другу. Несчастные, погибшие от ее руки, были обречены. 3 великие семьи не будут сражаться с Чэнь Бин Юй ради нескольких старейшин и посвященного. Даже если 3 великие семьи восстанут против Чэнь Бин Юй, им все равно придется тяжело. Это было неразумно, и все это было подозрительно. Наньгун Юнь вспомнила о странном поведении Чутеня сегодня. Она не была глупой и вполне могла догадаться, что это и был план Чутеня. Он использовал чужой нож, чтобы убить кого-то, использовал Чэнь Бин Юй, иначе даже если бы он уничтожил этих людей, 3 великие семьи не оставили бы его в покое и лишь разозлились. А раз убила их Чэнь Бин Юй, то исход будет совсем другим. Даже если 3 великие семьи захотят напасть в ответ, им придется тщательно все обдумать. На этот раз они действительно понесли большие потери, этот парень был хитрым, как лиса. «Тётя Чэнь, почему ты их всех убила?» — спросила Наньгун Юнь, умышленно придав тону волнения. Это люди 3 великих семей, их убийство повлечет массу неприятностей. Чэнь Бин Юй хмыкнула: «Я не боюсь великих семей. Их убила я, так что они не посмеют ничего сделать. Посмотрите, ничего ли не пропало?» Зал Цилинь был полностью разрушен. Это плохо. Фонограф и диски уничтожены. Диски нашли, обыскав трупы. Их покрыл слой иния, а духовная энергия снега уничтожила их. Они разрушены. Все разрушены. Наньгун Юнь была готова разрыдаться, но слез не было. Видимо, нам остается лишь закрыть зал Цилинь, всех охватило неверие. Что происходит? Зал Цилинь не проработал и 10 дней, а уже выходит из дел? Как это может быть? Хотя зал Цилинь проработал всего ничего, они уже не могли отсюда уйти. Нет, не надо. Зал Цилинь нельзя закрывать. Разве это не просто разрушенное здание? В худшем случае нам придется просто внести деньги. Верно, я готов дать 100 тысяч. Я дам 200 тысяч. Люди быстро начали сбор средств. Пока зал Цилинь работал, они не заботились о деньгах, ведь зал Цилинь имел для них очень важное значение. Всего за несколько коротких дней они переродились. Что произойдет, если они останутся в зале Цилинь на месяц, полгода, год или даже дольше? Вы не можете закрыться. Чэнь Бин Юй тревожилась сильнее простых учеников. Чэнь Бин Юй была экспертом пробужденной души, и ее считали лучшим экспертом страны Южного Лета. У нее был обширный кругозор, десятки тысяч поклонников, в ее руках была неизмеримая власть, но это совсем не заботило Чэнь Бин Юй. Чэнь Бин Юй наконец увидела возможность прорваться. Обучение в зале Цилинь было ее единственной возможностью. Если она упустит ее, то другого шанса у нее не будет. Наньгун Юнь горестно закатила глаза. Мы можем воссоздать фонограф, снова записать магнитные звуковые диски и восстановить здание, но 3 великие семьи снова нанесут удар. Мы можем только... Чэнь Бин Юй без обиняков сказала: «Я готова защищать зал Цилинь. Пока я здесь, они не посмеют действовать опрометчиво». «Хорошо», — хмыкнула про себя Наньгун Юнь. «Раз тётя Чэнь так нас поддерживает, то почему бы не оставить зал Цилинь открытым? Я поговорю с боссом, и мы купим новое место и оборудование. В течение 10 дней мы заново откроем учебный зал». Всех переполняла радость. Как здорово, что зал Цилинь не закроют. Наньгун Юнь махнула рукой. В качестве компенсации за временное закрытие зала Цилинь скоро мы будем продавать фонографы, чтобы вам было удобнее учиться. Они собрались продавать фонографы, это было действительно здорово. Все ушли удовлетворенные, с приятным удивлением на лицах. Той же ночью Наньгун Юнь торжественно подняла бока и поздравила Чутеня: «Твое предвидение божественно. Мы не только решили проблемы зала Цилинь, но и создали для 3 великих семей сильного врага, а торговое чудо заручилось мощной поддержкой». Достойный ответ всем проблемам, план был рискованным. Хотя Чутянь был готов, если бы Чэнь Бин Юй стала действовать без предупреждения, план мог не сработать.
Что касается отношений между Чэнь Бин Юй и Нангун Юнь, Чутянь об этом даже не знал. Именно поэтому Чэнь Бин Юй дала Чутяню шанс. Чутянь слабо улыбнулся. Однако я должен сказать, что Чэнь Бин Юй, твоя старшая и тесно связана с твоей семьей. Разве тебе не стыдно, что ты используешь ее как копье? Какой еще стыд? Все это сделал ты. Не думай, что можешь перекладывать ответственность на меня. Наньгун Юнь одним глотком опустошила бокал. С другой стороны, разве мы относимся к тете Чэнь как к копью? Мы дали ей несколько указателей, а она воспользовалась шансом присоединиться к торговому чуду. Думаю, через несколько лет она будет нам благодарна. В противном случае у нее не было бы такой хорошей возможности. Ты так не считаешь? Ха-ха, хорошо, что ты так думаешь. Что касается закрытия зала Цилинь, ты готов сделать? Это место приносит много денег, и каждый день закрытия отнимет у нас по несколько миллионов. Пока никаких проблем нет. Я разговаривал с семьей Юнь, и они готовы дать нам новую штаб-квартиру в секте Юнь. Там есть исследовательские лаборатории, тренировочные площадки и все виды оборудования. Зал Цилинь должен не только преподавать, нужно создать еще и базу, поэтому сотрудничество с сектой Юнь — выгодное предложение, глаза Наньгун Юнь загорелись. Это было отлично. Новый зал Цилинь будет построен в секте Юнь, у них будет доступ к передовым исследовательским материалам секты Юнь и отличная безопасность. Даже если три великие семьи будут полны ненависти, разве они смогут повлиять на семью Юнь? В конце концов, семья Юнь была значительнее 3 других семей. Разумеется, секта Юнь и зал Цилинь получат свои преимущества. Секта Юнь заполучит влияние, и выгода будет у обеих сторон. Скоро молодая госпожа прибудет в столицу. Макеты готовы, и близится время открытия в центральном государстве. Не могу не думать о них, не видя их так долго. Интересно, как их дела. Наньгун Юнь немного недовольно фыркнула. Ты не видел их всего несколько дней. Что-то я не заметила, что по мне ты скучал. Наньгун Юнь посмела сказать такое. Чутянь немного удивился. Он спросил, кто это сказал? Конечно же, я думал о тебе. Я думал о тебе несколько раз перед тем, как лечь спать. Фу. Как мерзко. Лицо Наньгун Юнь покраснело, и она быстро сменила тему. Даже если старшая сестра Цин У и младшая сестра Ин выехали, чтобы добраться сюда, им понадобится несколько дней. В ближайшее время начнутся испытания, в которых разрешат участвовать посторонним. Раз тебе нечего делать, ты можешь попробовать. Чутянь слышал об этом от Юнься и Юнья. Это значимое событие. Чутянь медленно встал. Я должен, пусть даже семья Чу, семья Ло и Е уничтожили зал Цилинь. Я должен встретить молодую госпожу с достоинством. Наньгун Юнь гордо сказала, 90%, что ты не победишь меня, поэтому просто позволь мне это сделать. Я не смогу тебя победить. Ты не веришь мне. Посмотрим. Встретимся на арене. Наньгун Юнь излагала факты. Чутянь был на первом уровне пробужденной души, а Наньгун Юнь на втором. Несмотря на то, что они культивировали одну и ту же оборонительную технику, бессмертное звездное тело, духовная энергия второго уровня была сильнее энергии первого уровня, поэтому между их оборонительными способностями была разница. Чутянь был в невыгодном положении. Наньгун Юнь обладала божественным духовным источником. Ее боевая мощь превосходила воображение, она могла сражаться одновременно с несколькими людьми, которые были сильнее нее. У Чутяня было мало шансов на победу. Но это была неприкрытая провокация, как Чутянь мог с этим смириться? Как она узнает, кто здесь босс, и если он не преподаст ей урок, той ночью он отдал Юнья деньги, чтобы она купила ему элементаля. Чутянь не заставлял Юнья выполнять поручения, однако эта вещь была слишком дорогой. Если безымянный культиватор потратит столько денег, это привлечет ненужное внимание. Пусть лучше этим займется Юнья. За последние несколько дней он заработал много, но, потратив несколько десятков миллионов на покупку элементаля и выплатив Тянь Чэнь Коммерс первую долю, он оставил себе не так уж и много золотых монет. Деньги были лишь предметом. Они были лишь одним из способов достижения цели, они были важным инструментом. Будет хорошо, если он сможет окупить эти траты. Глава 149. Участие. Близилось начало турнира 4 дворов Центрального государства, это была эпоха, небогатая на развлечения. Такого захватывающего спортивного мероприятия с мощными столкновениями, чудесными потрясениями и темными лошадками, которые появлялись довольно часто, было достаточно, чтобы простых людей переполняло волнение, вызванное этим грандиозным праздником. Обычно участников выбирали из Центральной государственной академии. Из 4 дворов выберут 5 элитных команд, так что 100 человек поделятся на команды по 20 человек.
Они будут участвовать в турнире, и по итогам турнира выберут 6 лучших участников, которых допустят к испытанию. В этом году директор подал новую идею и позволил 2 командам молодежи, которая не имела отношения к Центральной государственной академии, участвовать, чтобы те сразились с талантами академии. В центральном городе это вызвало большой переполох. Зарегистрировались несколько сотен человек. Учитывая характер соревнований, можно было ожидать появления коллег или убитых, однако соревнование позволяло людям продемонстрировать себя и создать своим семьям хорошую репутацию. Также после этого их могли нанять обеспеченные семьи. Это сводило с ума всех культиваторов-одиночек. Это напоминало саммит в городе Южного неба. На первый взгляд это было обычное соревнование, но участие в нем приносило выгоды. Долгое время соревнование в центральном городе было именно таким. 350 лет назад это место было пустынной землей, возраст которой достигал нескольких тысяч лет. Когда возникла страна Южного лета, пустыня быстро превратилась в столицу центрального государства. Помимо отличного географического расположения, был и более важный фактор. Когда-то здесь находился процветающий древний город. Хотя руины города исчезли, он по-прежнему хранил множество секретов. Самым известным секретом была древняя башня испытаний, которую переименовали в Центральную государственную башню. Когда башню построили, у них не было возможности учиться. Потому что исследователи обнаружили, что башня оказалась даже старше древнего города. Она существовала за тысячи лет до того, как построили древний город. Эта башня стала причиной появления древнего города. Центральная государственная башня открывалась раз в 5 лет. Тем, кто мог войти, должно было быть не больше 30 лет, а войти могли не больше 10 человек. 4 великие семьи всегда занимали свое место, а остальные распределяла Центральная государственная академия. Великие игры должны были проверить квалификацию будущих участников испытания. Предложение Фэн Юньху противоречило правилам, но дополнительных команд было лишь 2, поэтому они не должны были оказать сильного влияния. Крупные семьи посчитали это приемлемым, а простые люди не жаловались. Чем больше участников, тем интереснее. Интерес Чутяня к испытанию в башне был средним. Но он хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы дать 3 великим семьям пощечину и объявить центральному городу «Я, Чутянь, пришел». Этого было достаточно, чтобы мотивировать Чутяня, но у Чутяня был статус одиночки, поэтому при регистрации он столкнулся с проблемой. В каждой команде было 6 человек, и никто не мог регистрироваться по одному. Здесь собрались сотни культиваторов-одиночек и детей бедных и обычных семей. Гигантская толпа состояла из молодых культиваторов пробужденной души, и каждый пытался найти себе команду. Когда культиваторов пробужденной души стало так много, им было меньше 30, поэтому их можно было считать молодыми. Некоторые были членами сект, некоторые принадлежали подпольным силам, некоторые обучались тайно, а некоторые были талантливыми одиночками. Чутянь осмотрелся, и его внимание привлекла одна команда. Все они были на 2-м уровне пробужденной души, каждого окружала ожесточенная аура, очевидно, они были опытной командой. Командиру было меньше 30 лет, в глаза бросались густая непослушная борода и зеленый меч в виде полумесяца. Разве это не Цыба с зеленым мечом дракона? Он известен в мире наемников. Никогда не думал, что даже он будет участвовать. Это будет отличное шоу. Все переговаривались. Кажется, их переполнял страх перед этим человеком с зеленым мечом, а это означало, что этот человек, скорее всего, достаточно силен, они были здесь самой сильной командой, и так совпало, что им недоставало одного человека. Чутянь, решив присоединиться, пошел вперед. 1-й уровень пробужденной души. Ты хочешь присоединиться к нашей команде с таким уровнем силы? Мы стремимся к 1-й десятке, так что твоя нехватка сил будет нас только сдерживать. Проваливай, пока я не вышел из себя. Иначе мы тебе ноги переломаем. Слава, притягивающая людей, была именно такой. Эти люди даже не желали смотреть на культиватора 1-го уровня пробужденной души, которому было меньше 20, у которого даже не было репутации, на него снова смотрели свысока. Почему в мире так много слепых? Чутянь сказал: «Любой, кто считает меня неквалифицированным, может сразиться со мной». Сопляк, ты не понял, что я сказал? Мы сказали, что не хотим тебя в команду. Жестко произнес Цыба. Проваливай. Лисенок издал 2 печальных крика, говоря Чутяню, что их нужно проучить. Чутянь тоже так считал, но не успел он сделать и шага, как услышал голос. «Цыба, у тебя такой авторитет». Цыба изменился в лице. «Вы двое. Вы здесь, чтобы устроить неприятности». Подошли 2 юноши. Разве это не 2 героя подземного мира? Команда наемников «Подземный мир» — новая команда наемников, но в центральном городе у них уже серьезная репутация. Эти 2 — основатели подземного мира. Они молоды, но обладают уникальными навыками.
К ним обращалась даже семья Е, но они, к сожалению, отвергли их предложение, оба наемника смотрели на Чутеня. «Ах, это ты». Все трое были ошеломлены. Два молодых наемника не были незнакомцами, это были Линь Му и Фан Хань. Именно их жизни спас Чутянь. Находясь в городе Желтого Камня, губы Чутеня растянулись в улыбке. Давно не виделись, кажется, вы стали немного сильнее. Оба неловко улыбнулись. Нет, нет, это все благодаря тебе. Цыба потерял дар речи, а остальные смотрели на него, широко распахнув глаза. Среди наемников центрального государства они были восходящими звездами, но они так уважительно относятся к этому юноше. Что происходит? Чутяню вдруг пришла в голову новая идея. Кажется, вам не хватает людей. Как насчет того, чтобы я присоединился к вашей команде? Линь Му и Фан Хань были вне себя от радости. Это было действительно здорово. Цыба, ты самый настоящий идиот. Если бы этот мальчишка присоединился к нашей команде, у нас было бы больше шансов на победу. Разве это не меняло ситуацию? Цыба презрительно усмехнулся. Линь Му, Фан Хань, вы слишком бросаетесь в глаза, и я уже очень недоволен. На этих великих играх я преподам вам урок. Урок. Тогда тебе нужно изучить новые навыки. Мы еще посмотрим. Из 6 членов команды у них было 3. Что касается оставшихся 3, то как они будут выглядеть? Лу Жень. В этот миг раздался голос очень привлекательной девушки. Это была красивая девушка, одетая в длинный халат. Она была высокого роста, с благородными манерами и прекрасным лицом, что делало ее ошеломляющей. Эта девушка обладала очень нежной красотой, которая вызывала у всех потрясение. Это было странно. Никогда прежде Чутянь не встречал эту красивую девушку. «Что, не узнаешь меня?» Ее голос был очень притягательным, и Чутянь вдруг испытал чувство узнавания. Задумавшись, он потрясенно воскликнул: «Ты Цайдэй». Хотя выглядела она иначе, ее аура и голос остались такими же. Она был не чужой, это была Цайдэй, с которой он встретился на черном рынке. Мне тогда не стоило выставлять на показ свою истинную внешность. «Надеюсь, брат Лужень, ты не обиделся?» Цайдэ слабо улыбнулась. «Меня зовут Фэн Цайдэй». Чутянь кивнул и сказал: «Я понимаю, брат Лу, никогда не ожидал увидеть тебя здесь». Вперед вышел юноша, и Чутянь узнал его. Разве это не Сянху? Его аура стала намного сильнее, должно быть, за это время он многого достиг. Теперь он был культиватором пробужденной души. Кроме Фэн Цайдэ и Сянху, в стороне стоял еще один юноша. Он был очень молод, он ушел недалеко от возраста Чутяня. Ему тоже было 16-17 лет. У него были темно-зеленые волосы, а одет он был в красивый длинный халат. Его лицо переполняла гордость. Когда Линь Му и Фан Хань услышали имя Фэн Цайдэ, они сильно испугались. Разве она не дочь маркиза Божественного Ветра? Фэн Цайдэ была очень известна в центральном государстве, потому что у нее был меридиан, заблокированный от рождения. Единственная достойная дочь маркиза Божественного Ветра фактически была калекой. Это была фантастическая история даже для страны Южного Лета, не говоря уж о центральном городе. Удивительнее было, что Фэн Юньтянь по-прежнему относился к дочери как к родной кровинке. Он вкладывал в нее все ресурсы семьи Фэн, и это могло сравниться с тем, что получили 4 молодых мастера. Семья Фэн ничуть не уступала 4 великим семьям и даже немного превосходила их, но среди молодых мастеров не было никого из семьи Фэн. Это ставило семью Фэн в крайне неловкое положение. Мой отец назвал Сянху почетным учеником, а это мой младший двоюродный брат Фэн Цин Юнь. Мы вместе решили поучаствовать в Великих Играх, и раз на строе, то как насчет совместной работы? Командам Великих Игр требовалось по 6 человек. Прямо сейчас у Чутяня было 3 человек, у Фэн Цайдэ тоже было 3 человека. Если они создадут команду, разве их будет недостаточно? Чутянь не успел вымолвить и слова. Эти 2 наемника достойны и квалифицированы, чтобы вступить в нашу команду, хладнокровно фыркнул Фэн Цин Юнь. Затем он с презрением посмотрел на Чутяня. А что ты? Ты слишком слаб. Просто уходи. Фэн Цайдэ не могла не рассердиться. Тебе не разрешали оскорблять моего друга. Оскорблять? Разве я его оскорбил? Я лишь изложил факты, он слаб. Даже эти наемники презирают его. Как он может с такими качествами присоединиться к нам? Раз у него нет сил, то он должен держаться в стороне и не создавать проблем. Это соревнование не для него. С гордостью произнес Фэн Цин Юнь. Затем он провокационным тоном обратился к Чутяню. Ты недоволен? Тогда как насчет сражения со мной? Заткнись.
Фэн Цайде знала характер младшего брата, знала, что он непростой человек. Она тут же подошла к Фэн Цинь-Юню. «Ты забыл, что сказал мой отец? Сегодня за команду отвечаю я, так что решаю все тоже я. Если я скажу, что он может присоединиться, ты позволишь ему присоединиться». Я знаю, что тебя воспитывает маркиз Божественного Ветра. Ты всю жизнь будешь зависеть от отца». Фэн Цин-Юнь скрестил руки на груди и, недовольный, ушел. «Но раз ты давишь на меня, пользуясь именем маркиза Божественного Ветра, я позволю тебе делать все, что угодно. Он всего лишь одиночка». Фэн Цайде застыла на месте с неловким выражением лица. Глава 150. Отборочный этап. Фэн Цин-Юнь скрывал ауру своей культивационной техники. Не пользуясь глазом разума, Чутянь не мог определить, насколько силен его противника. Но такое высокомерное поведение и неуважение, проявленное к Фэн Цайде, показывало, что какое-то мастерство у него есть. Фэн Цин-Юнь и Фэн Цайде были членами семьи Фэн, а не членами Центральной государственной академии. Они участвовали в конкурсе, пользуясь изменением в правилах. Было неизвестно, принесет ли изменение в правилах благо их семье, однако семья Фэн возлагала на них надежду. С беспомощным выражением Фэн Цайде сказала: «Цин-Юнь, сын моего двоюродного дяди, и последние несколько лет он тренируется. Он вернулся специально для соревнования. Он никогда не относился ко мне хорошо, поскольку был молод и много обо мне не знал. Поэтому, увидев, что у нас с тобой хорошие отношения, он не мог не сказать того, что сказал, он был просто мальчишкой, у которого еще молоко на губах не обсохло». Хотя тон его был резок, из уважения к Фэн Цайде Чутянь не хотел спорить с ребенком. 6 человек стали командой. Фэн Цайде зарегистрировалась как командир. В отборочном туре команды столкнутся друг с другом, а победителями станут лишь оставшиеся команды. Пройти отборочный тур могли лишь 2 команды. В нем принимали участие десятки команд, и все они состояли из знаменитых культиваторов и наемников центрального государства. Академия поменяла правила слишком быстро, и новости не успели распространиться по другим городам, так что большинство людей не успели зарегистрироваться. Стали оглашать список сражающихся команд. Команда Фэн Цайде против команды Цзиньню. Их первым противником была команда наемников и культиваторов-одиночек. Некоторые из них были лидерами небольших наемнических групп, так что сил у них должно было быть довольно много. Фэн Цайде была полна уверенности: «Позвольте мне это сделать». Чутянь ощущал, что Фэн Цайде достигла уже 2-го уровня пробужденной души и с точки зрения культивационного фундамента была намного сильнее Чутяня. К тому же, Фэн Цайде была дочерью маркиза Божественного Ветра Фэн Юнь-Тиня, так что среди ресурсов, которые она получала, были вещи, о которых наемники и культиваторы-одиночки не могли даже мечтать. Загудел медный гонг, соревнование официально началось. Убить. 6 человек из команды Цзиньню призвали свои духовные источники и бросились в разные стороны. Мчась вперед, словно капли дождя, они применяли все виды атака. Фэн Цайде не волновалась, ее тело размылось, превратившись в призрачную бабочку, и метнулась вперед. Ее нельзя было заметить невооруженным глазом, и наемники Цзиньню не смогли коснуться даже подола ее одежды. Такая мощная техника перемещения. Команда Цзиньню была потрясена до глубины души, их охватил ужас. Осторожно прыгнув, оттолкнувшись от земли обеими ногами, Фэн Цайде взлетела в небо, словно прекрасная птица. Ее тело окружила мощная духовная энергия синего цвета. Вдруг раздался отчетливый крик, из тела Фэн Цайде выпорхнула огромная синяя птица. Эта синяя птица была невероятно сильна, а тело ее было покрыто загадочными рунами. Воздух охватила благородная аура, а гнетущая сила заставила команду Цзиньню отступить. Чутянь слегка прищурился. Синяя луань, атрибут ветра. Довольно хороший духовный источник. Синяя луань. Легендарное существо. Ее духовных источник близок к божественному классу. Члены команды Цзиньню никогда не думали, что они столкнутся с таким ужасающим противником уже в первом туре. Они были на 1-м уровне пробужденной души, а духовные источники у них были посредственные. Не говоря уже о том, что Фэн Цайде была на пике 2-го уровня пробужденной души. Даже если бы она была на 1-м уровне, как они, одной лишь силы синей луань было бы достаточно, чтобы она справилась с ними всеми. Команда Цзиньню не желала проигрывать. Приложите все силы. Фэн Цайде сплела пальцы, ветер сметает облака. Внезапно синяя луань распалась на бесчисленные полосы синей духовной энергии. Под управлением Фэн Цайде духовная энергия стала вращаться, создавая пугающий шторм. Наконец он превратился в гигантский синий смерч, который двинулся к 6 людям. Плохи дела. Бежим.
Как эти люди могли обогнать ветер, смерч кинулся вперед с подавляющей скоростью и силой. Прежде чем 6 человек успели отреагировать, смерч поглотил их и поднял высоко в небо. Они потеряли способность сопротивляться, и их унесло вдаль. Фэн Цайде была предусмотрительной. Хотя 6 человек были побеждены, она не причинила им никаких травм. Мы проиграли. Молодая госпожа Фэн действительно сильна. 6 человек убедились в своем проигрыше. Фэн Цайде была на пике 2-го уровня пробужденной души, благодаря силе Синь Луань могла сражаться даже с культиваторами 3-го уровня пробужденной души. Когда покалеченная молодая госпожа из центрального города стала настолько сильной, зрители смотрели широко распахнутыми глазами. Ее культивационный фундамент, культивационная техника и духовный источник были потрясающими. Неужели это и правда Фэн Цайде? Это на некоторое время ошеломило зрителей, а когда они пришли в себя, то сразу разразились аплодисментами и криками «Ура!». Отлично. Отличное сражение. Фэн Цайде стояла на арене, глядя на людей, которые ей восхищались. Трудно было описать ее внутреннее волнение. Никто не мог понять, какое давление испытывала Фэн Цайде. Она была единственной дочерью маркиза Божественного Ветра Фэн Юнь-Теня, и семья Фэн тратила на нее все свои ресурсы. Однако у Фэн Цайде был заблокированный меридиан, и культивировать было невозможно, так что все усилия семьи Фэн были бесполезны, и в центральном городе это стало предметом шуток. Фэн Цайде росла, окружённая насмешками. Сегодня она могла так гордо стоять здесь, благодаря странному юноше, что был позади нее. Чутянь даровал ей благодать, взгляд Фэн Цин Юня просиял. Никогда не думал, что настанет день, когда она переродится. Вскоре начался 2-й тур. На этот раз Фэн Цайде, вышедшая на битву, снова с легкостью победила всех врагов. Фэн Цайде культивировала всевозможные уникальные техники, которые ей дал маркиз Божественного Ветра. От оборонительных до атакующих, от техники перемещения к совсем уж странным техникам, она практиковала все. Прежде, когда она была на уровне совершенного тела, эти культивационные методы не имели смысла, но когда она достигла уровня пробужденной души, культивационные методы, которые она практиковала на протяжении многих лет, выросли вместе с ней, и все, что она изучила, вознесло ее на вершину мастерства. Фэн Цайде была сильной с любой точки зрения. Теперь, когда она обладала духовным источником в виде Синь Луань, она могла сражаться на равных даже с культиватором 3-го уровня пробужденной души. Даже Чутянь, с его нынешней силой, не был уверен на все 100, что он справится с культиватором 3-го уровня пробужденной души. Так что нынешняя сила Фэн Цайде делала ее более чем подготовленной для финального этапа Великих Игр. Это был росток с серьезным потенциалом. Фэн Цайде применяла все техники культивации, одну за другой, продолжая всех шокировать. Что касается членов команды Фэн Цайде, то у них даже не было возможности сделать ход. Наконец они дошли до финальной битвы отборочного этапа. Осталось лишь 4 команды. Они сразятся еще раз, а выигравшие пройдут отборочный этап. Последние 2 команды будут участвовать в официальных соревнованиях. Команда Фэн Цайде против команды Цыба. Толпа разразилась криками ликования, в силе Фэн Цайде можно было не сомневаться. Но команда Цыба была непростой командой. Они не только достигли 2-го уровня пробужденной души, но и обладали серьезными культивационными техниками и экстремальным боевым опытом. Люди ожидали этого сражения, однако лица команды Цыба были уродливо искривлены. Потому что даже если они будут работать слаженно, они могут проиграть Фэн Цайде. К тому же, в команде Фэн Цайде были еще Линь Му и Фан Хань. Оба были многообещающими молодыми наемниками, поэтому они не были уверены, что выиграют этот бой. Цыба мрачно произнес: «У нас есть лишь один способ победить, и то, если они снова отправят одного человека. Если мы в6 победим Фэн Цайде, о других можно даже не беспокоиться». Верно. Единственный способ. Вполне вероятно, что в финальной битве с ними будет сражаться только Фэн Цайде. Если они в6 расправятся с ней, у них появится шанс. Пока они обдумывали свой отличный план. Тебе было тяжело. Чутянь, достав из ножен нацкий меч, прошел мимо Фэн Цайде и вышел на арену. Позволь на этот раз поработать вместо тебя. Фэн Цин Юнь хмыкнул и с насмешливым лицом сказал: «Разве ты, отброс, не на 1-м уровне пробужденной души? Хочешь сразиться с 6 людьми на 2-м уровне пробужденной души? Ты готов к унижению». Во взгляде Фэн Цайде промелькнуло беспокойство. «Лу Жень, я знаю, что ты не слабый. Но они все на 2-м уровне пробужденной души, даже я не уверена, что смогу их победить. Ты, Фэн Цайде, знала, что Лу Жен невероятно силен. Когда они были в древней гробнице 10 тысяч трупов, сколько безжалостных существ пало от его руки? Но в древней гробнице они находились под силой сдерживающего массива. Тогда Чутянь был лишь на 9-м уровне совершенного тела. Сколько времени прошло, Чутянь прорвался к уровню пробужденной души.
Неужели он мог сражаться с 6 людьми на втором уровне пробужденной души безо всякого сдерживающего массива? Дело было не в том, что Фэн Цайда не верила в его способности, а в том, что это даже представить было невозможно. Фэн Цин Юнь холодно сказал: «Кажется, ты этого сделать не сможешь, позволь выйти мне». Игнорируя Фэн Цин Юня, Чутянь сказал Фэн Цайды: «Расслабься. Все в порядке». Закончив говорить, он даже не посмотрел на мрачное лицо Фэн Цин Юня и широкими шагами двинулся вперед. Цыба был ошеломлен, поэтому слабак вроде тебя. Другой человек улыбнулся и сказал: «Наша команда отвергла этого выродка, но ему повезло зацепиться за молодую госпожу Фэн Цайды. Он действительно дошел до финальной битвы. Прошу тебя, не напрашивайся на неприятности. Проваливай. Пусть выходит молодая госпожа Фэн». Другой член команды сказал: «Молодая госпожа Фэн слишком напугана, поэтому отправила слабака вроде тебя, чтобы проверить наши силы». Чутянь покачал головой. Один удар на каждого человека. Цыба был поражен. «Что ты сказал?» Чутянь не стал объяснять. Он медленно поднял меч, чтобы все увидели сине-белое пламя, вспыхнувшее на его лезвии. У этого сопляка действительно есть кое-какое мастерство. Вперед! Разберемся с ним. Все 6 были готовы сделать шаг. Адский меч вспыхнул огромным пламенем, которое внезапно охватило тело Чутяня. Когда пламя рассеялось, исчез и Чутянь. Где он? Почему он ушел? 6 человек даже не успели изумиться, пылающий меч нанес по ним удар. Ах! Духовная энергия, защищающая тело самого сильного члена команды с мощнейшим оружием и броней, порвалась, как бумага. Его тело облепило адское пламя, и он стал кататься по земле, в ужасе вопя, пытаясь потушить огонь. Адское пламя не было обычным огнем, как его можно было потушить, катаясь по земле. Чем сильнее он сопротивлялся, тем ярче оно разгоралось. Они видели только меч. А самого Чутяня не видели. Это была культивационная техника наемных убийц. Цыба никогда бы не подумал, что этот обычный юноша действительно может обладать этой культивационной техникой. Техники наемных убийц были странными и непредсказуемыми. Они были гораздо сложнее, чем можно было представить. Пугало то, что юноша, нанеся удар, до сих пор не показал себя. Меньше, чем через секунду меч снова нанес удар и ранил другого человека. Его доспехи и оружие растаяли, а адское пламя, поглощающее духовную энергию, охватило его тело, превратив его в горящий факел. Слишком быстро, они даже не успевали это осмыслить. Они лишь слышали звук, доносящийся из пустоты, Цыба даже не видел тени юноши. И могущественный светящийся меч расколол оружие в его руке на части и порубил доспехи. Очевидно, юноша проявил милосердие. Если бы он хотел их убить, они бы умерли уже 10 раз. С такой легкостью разгромив 6 человек, способных к сопротивлению, Чутянь спокойно показался, держа в руке длинный меч. «Вы еще хотите сражаться?» Мы признаем поражение». Они не могли даже представить подобного. Этот юноша обладал такой силой, они действительно оказались слепцами. Если бы они приняли его в свою команду, то у них был бы большой шанс выиграть, даже если бы они столкнулись с командой Фэн Цайды. Сожаление. Беспомощность. Стыд, Цыба и остальные действительно желали где-нибудь спрятаться. Они смотрели на обычного юношу совершенно иначе, с уважением. Они оскорбляли его, а юноша не убил их, обычный человек не мог обладать таким мышлением. Большое спасибо за проявленное милосердие. Мы искренне преклоняемся. Мы извиняемся за наше глупое отношение к тебе. Вздохнув, команда Бацы покинула арену. Как они могли знать, что Чутяню было противно тратить силы на спор с ними? Битва длилась всего 10 секунд, и толпа даже не поняла, что произошло. Сердце Фэн Цайды колотилось. Когда Чутянь был на 9 уровне совершенного тела, он мог сражаться с культиватором 1-го уровня пробужденной души, используя жестокую оборонительную технику и духовный источник. Кажется, теперь он стал сильнее, чем прежде. В этой битве он не раскрыл всю свою силу. Чутянь не использовал меч, который был не слабее духовного источника. Он даже не продемонстрировал невероятно мощную оборонительную технику. Можно сказать, в этой битве он не показал и половины своих сил. С такой странной и непредсказуемой техникой меча, сильной оборонительной техникой и сильным исходным духом он был сильнее даже культиватора 3-го уровня пробужденной души, он и правда их не подвел. Когда Фэн Цин Юнь увидел, как Чутянь применяет свою странную технику, он приподнял брови, но быстро опомнился. Какой толк от этой невеликой силы? Она не поможет тебе пройти в финал. Думаешь, отбросы могут претендовать на испытание центрального государства? Он намеренно произнес это громко, и Чутянь его услышал. Чутянь нахмурил брови. Его не волновало, что этот парень с недовольством относится к Фэн Цайды, это не имело к нему никакого отношения.
Если он затаил обиду, то на это были свои причины, но к чему злиться на посторонних? Ради Фэн Цай Дэ Чутянь не обращал на него внимания, но если он будет постоянно провоцировать Чутяня, то он за себя не в ответе.